Приветствую тебя, мой зритель. Поедем сегодня с вами на рынок. Сделаю обзор на цены, на сам рынок и сравним потом эти цены с ценами в супермаркетах. Это будет интересно. Вперед! Пришли с вами на рынок. Это не центральный рынок. Центральный рынок, который в городе находится, это туристическая достопримечательность. А вот это вот рынок, на котором скупляются обычные испанцы. Работает он по четвергам и субботам с 8 утра до 2 часов дня. Геолокацию оставлю вам в описании. Можете переезжать. Цены тут намного ниже, чем в супермаркетах. Hola. Hola! 4 kilos, 1 euro. Perfetto! 4 кило, 1 евро. Так, сегодня у нас 2 мая. Цены на 2 мая актуальные. Дынька по еврику. Арбузик по евро 25. Вот, смотрите, артишоки по 99 центов. Перец 99 центов. Картошка 60. Вот помидорки 5 евро. 5 килограмм за 3,50. Вот еще перчики покрасивее по евро. Зеленуха по еврику. Петрушка по еврику. Клубничка 4,50. Черешня по 6 еще. Вот национальное достояние Испании. Люди с кравчучками. Вот смотрите, с тележками все ходят на рынок, берегут свой позвоночник. Это вообще такая вещь, которая в семье чуть ли не по наследству передается. Дарится на новоселье. Смотрите, все на колесиках. Киви евро 95. Зеленые помидоры 99 центов. Яблочки по 99 центов. Помимо этого всего разнообразия, труселя, носочки. Почем неизвестно. 2 килограмма за 1,5 евро. Ты ж накупил перца уже. Бананчики евро 0,2. Евро 20? Евро 20. Выбираем. Так, берется пакетик. Просто наваленной кучкой. Накладывается. Да. Вот нормальная она. На. Возьмите. Вот, дальше даем мужчине. Мужчина не хочет у нас брать пока пакетик. Оп. Оп. Взвешивает. Евро 20. Как раз килограммчик получился. 2 kilos 4, chiquilla. Y a la chica guapa más barato. Aprovecharse. Сейчас будем пытаться пробираться к клубничке. 5 евро, 2 килограмма. Ты не помнишь, где я брал лимоны маленькие? Нет. Смотрите, какой веселый продавец. Ах, хорошо ему. Он счастлив от этой жизни. А вот еще один дядька. С сигаретой в зубах. Вот, смотри. Сигарета в одной руке. Он что-то продает другой рукой. Нам клубничку набирают. Витаминки весенние. Пахнет так волшебно просто. Вот кое-где даже карточкой рассчитываться можно. С телефона. Авокадо навалом по 2,20. Тараны еще, они еще токсичные. Уверена. Ананасики по 4 евро. Ананасики зеленые. 2 ананаса за 2 евро. Вообще такая атмосфера. Ничем не примечательная. Немного дикая. О, лимоны. Лимоны по 60 копеек. Лимоны по 60 копеек. По 60 копеек не понравились, берем по 80. Вроде посимпатичнее тут. А сами себе вот так выложили, посмотрели. Зиночка нам. Сколько? 1 евро? Что ж,
Грасиас, как говорится у нас. Спаржа. Полкилограмма 3,50, кило 6. Сейчас будем покупать. Тут она крупная сильно, а тут есть молоденькая. Выбираем себе молоденькой. Вот смотри, хозяюшка. Остановись, остановись. ¿Bien? ¿Ahí? Bien. Ну, это мы пришли уже под закрытие рынка. Сейчас 1:30 дня. Все уже сворачиваются потихоньку. Чисто приехали заснять немножко контента полезного. Сейчас поедем в какой-то из супермаркетов. Или в Lidl, или в Меркадонну, может в Алькампо. Куда путь ляжет. И подсниму там вам еще цены. Сделаю сводную табличку. Сколько это стоит на рынке и сколько это стоит в маркете. А вот цены в Карфуре на аналогичные продукты. 2,69, 2,59, 2,59. Такие вообще, которые дольками такими вообще по 4,99. 2, 3, 4. Вот спаржа. 250 грамм, 2 евро. Картошечка, евро 29. Вот, ананас, евро 79 за килограмм, не за штуку. Киви 2,86, киви 3,19, киви почти 7. Перчики 2,65. Лимончики 2,89. Мандарины, апельсины. Вот апельсины. И зеленуха. Петруня. 3,45. Сколько она на рынке стоила? Евро? И я вам тут где-то в уголочке выведу сводную таблицу по общей стоимости из расчета на 2 взрослых человек на неделю. Буду брать продукты, которые у меня есть видеоцены и тех, посмотрите. Оно вроде так ничего, там евро, а по факту получается очень внушительная сумма. Рыбный отдел. Смотрите, какая рыбка пятнистая. Тут сразу тебе ее чистят, разбирают, разделывают, как тебе нравится. Только бери и кушай. Креветочки. Сырые, полувареные, раки, кальмары, мидии, рапаны. Странно, что устриц нету. Где-то они бывают тут. Рыбеха какая! Улыбается. Тунец. Морская говядина называется. Тут есть экранчик с очередью. Номерочек. У нас 279. Сейчас 276. А вот тут номерочки берутся. Выбираешь, что тебе нужно. Тут рыба, хамон и что-то еще. Сделаем вообще обзорчик. Такие полуфабрикаты продаются. Котлетки, стейки замороженные. По вот такой цене. Всякие шашлычные замаринованные мяски. Прям шашлычки готовые. Колбаски разобрали уже. Смотрите, пустая витрина. Тут полная, а тут пустая. Из интересного испанского. Ноги хамона. Лучший подарок. Цены. Цены отличаются сильно. Причем мы когда-то спрашивали, почему они так отличаются. Все зависит от питания свинки. Свинка, которая выращена на натуральных кормах, будет стоить дороже намного, чем на каком-то комбикорме. Распаковочка. Спаржа в таком количестве. Лимоны, клубника и киви. Это то, что мы купили на рынке. Все вместе тоталом нам это обошлось около 8 евро. Распаковочка из магазина.
Проростки. Это что? 2 упаковки печени. Хлеб. Ватные диски. Сырок такой плавленый. Очень вкусный. Самый вкусный плавленый сырок, который я ела, наверное, в своей жизни. Масло. Еще масло. Запасы масла большие будут. Дальше лосось. Лосось, сколько тут у нас по весу? Вот. Почти 2400 на 23 евро. И мяско. Мяско свинка. Тоталом это все вышло. Вот так вот. 43 и 5. Ну, почти полтинник. 8 евро овощи, полтинник. Вот это все. И смотреть не на что. А на ужин у нас корейское блюдо чапчхе. Вот, буду готовить. Что в него входит? Проростки, болгарский перчик, морковка, спаржа. Вот такая вот. Я ее просто порезала мелко. Тут у меня яйцо пожаренное, порезанное, мяско. У меня свинина нежирная, можно использовать говядину. И стеклянная лапша. Все это, по сути, нужно смешать друг с другом, обжарить, заправить соусом. И будет готовое блюдо. Все порезано примерно одинаковыми кусочками. То есть старалась, чтобы оно все было гармонично. Соус. Для соуса буду использовать чеснок. Чеснока беру довольно-таки много. В этом доме чеснок любят, чеснок уважают, поэтому едим чеснок. Пасту гочуджан. Острая корейская паста из острого перца. Кунжутное масло. Соус терияки. Вообще в оригинальном рецепте идет сахар в блюдо, но я возьму терияки, он даст приятный вкус. Соевый соус и кунжутное семя для посыпки. Вообще в этот рецепт еще добавляют иногда грибы, но я про них благополучно забыла, поэтому у меня будет без грибов. И добавляют лук. Лук кольцами и лук перьями. Вот так как я лук не ем, от слова совсем, поэтому у меня вот такой вариант облегченный без лука. Сейчас мне нужно будет это все обжарить, сделать соус, а потом все вместе протушить. Поехали. Включаю плиту на 8 даже. Наливаю масло. И буду поочередно обжаривать сначала твердые овощи, это спаржа и морковка, а потом более мягкие овощи отдельными партиями. Вообще в идеале в этом блюде отдельно обжаривается каждый ингредиент, потом все смешивается. Но у меня тут не кулинарный блог, знаете ли, у меня развлекательный контент, поэтому я снимаю то, как это происходит у меня. Некоторые процессы ускоряю, объединяю. Но по итогу получится вкусно. Можете пробовать приготовить по моему рецепту, получится действительно вкусно. Но на канон я не претендую. Прижариваю совсем недолго, чтобы слегка схватилась корочка внешняя, а внутри остался овощ сочным и хрустящим. Все, буквально вот 4-5 минуточек и достаточно. Первая партия готова. Дальше вторая партия этих овощей. Последняя партия у нас идет мясо. Вообще в идеале, конечно, мясо было первым пожарить. Но с этой съемкой забегалась, запамятовала. Поэтому будет последним. Мяско. Мяско у меня тоже предварительно замаринованное. Соль, перец и кориандра я добавила немного. Я всегда в свинину кладу кориандр. Они очень хорошо дружат. Все, готово. Мяско обжарено. Я его оставляю тут. Потом вот это все добавлю в одну сковородку. Пока я все жарила,
перелила масло. Тут у меня подсолнечное масло, тут у меня оливковое масло. Я об этих бутылочках мечтала очень давно. Просто мечты женщины, когда ей за 30. Красивые бутылочки для подсолнечного масла. Окей, приготовим с вами соус. Чеснок. Добавляю кочучан. Добавляю немного, мы острое не сильно едим, поэтому вот так вот, в адекватных количествах. Он очень острый, но он придает свою пикантность. Также добавляю сюда терияки. Думаю, достаточно будет. Все на глазок делаю. Если кому интересный рецепт, ищите в интернете. Я делаю все на глазок. Теперь важно вот эту пасту острую хорошенько размять, чтобы она прям растворилась, а не была комком. Добавляю соевого соуса. У меня концентрат соевого соуса, поэтому добавляю его не очень много, а потом разбавляю водицей. Так. И кунжутное масло обязательно, не в таком количестве, меньше надо было, но оно очень ароматное и дает такой именно азиатский привкус, азиатские нотки к блюду. Соус готов. Вообще, насколько я заметила, азиатские блюда, они довольно-таки простые. Там все дело в соусах. То есть просто смешал овощи с мясом и добавил какой-то определенный соус, и получается новое блюдо. Всыпаем сюда все наши овощи, проростки с перцем паприка, морковка, со спаржей. Ну, уже красиво. Какое буйство красок. Сюда же мы добавляем яйцо. Тут у меня 3 яйца на это количество. Ну, примерно, чтобы все в равных пропорциях было. И сюда же добавляю лапшу. Заливаем наше блюдо соусом. Хорошенько вымешиваем соус. Ну, красота. Прям пахнет Азией. Сверху присыпаем кунжутным семенем. И добро пожаловать к столу. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Буду рада видеть вашу активность. Пока-пока и до новых встреч.